Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о вещах, которые нельзя вот просто взять так и выбросить или вынести из своего дома. Их нужно выбросить по определенным правилам, для того, чтобы вы не вынесли с этими вещами, с этими предметами свое изобилие, достаток, благополучие, а также здоровье. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной, нужной и интересной информации. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас много полезной и важной информации. Также всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Каждый из нас мечтает сделать так, чтобы его дом излучал уют, гармонию и комфорт. Ведь, вернувшись домой после длительного путешествия, рабочего дня, какой-то неприятной встречи, так хочется ощутить спокойствие и энергетическое влияние, которое поможет перезарядиться как физически, так и эмоционально, восстановить биополе и, что немаловажно, укрепить его. Для того, чтобы наш дом был таковым, мы с вами стараемся обустраивать его так, как нам нравится. Покупать в него красивые предметы интерьера, вещи, глядя на которые будет возникать только улыбка, только радость. Также мы стремимся проводить уборку, следить за его энергетикой, потому что от этого зависит и то, что мы будем в него притягивать. Все это, конечно, непростые задания, но справиться с ними вполне возможно. Главное уделять этому достаточно времени, изучать знания, связанные с этим, использовать советы, которые передавались нам на протяжении многих лет. Каждый из вас знает о том, что в доме не должно быть лишних вещей, предметов, потому что они просто-навсего будут мешать энергиям как поступать в ваш дом, так и передвигаться по нему, что быстро ощутится теми, кто в нем живет, особенно людьми в возрасте и маленькими детьми, также животными и растениями, поэтому к такому лучше не допускать, чтобы не нарушать биополе и не создавать ненужные проблемы. Но очень мало людей знают о том, что есть вещи и предметы, которые должны быть в каждом доме, и их ни в коем случае нельзя из него просто так взять и выбрасывать, даже если они поломались, пришли в негодность, или же вы их просто хотите заменить, так как вместе с ними вы вынесете из дома часть его энергетики. И для того, чтобы ее восстановить, вам понадобится уже много времени и сил, а за это время много проблем и неприятностей, возможно, наполнят ваш дом. Начнем мы с вами, друзья, с холодильника. Вы знаете, что холодильник сегодня в нашем современном мире есть в каждом доме. Он отвечает за изобилие и достаток. Ведь ни для кого не секрет, когда есть деньги, для того, чтобы заполнить холодильник тем, что только пожелается, жизнь становится интереснее, так как это немаловажный ее аспект, и наше энергетическое поле, энергетические каналы, через которые мы притягиваем сильные энергии, зависят от того, что мы едим. Если мы уделяем питанию много внимания и подбираем его правильно, то это делает нас сильнее, устойчивее к разным непредвиденным ситуациям и энергетическим раздражителям, таким как злые и нечистосердечные люди, люди-вампиры и многое-многое другое. Холодильник всегда должен быть в чистоте. В него ни в коем случае нельзя складывать грязные продукты, например, в земле, так как это будет притягивать к нему нехорошая энергия, а затем во время того, как вы будете с ним взаимодействовать или же доставать из него пищу, передавать их вам. Не должно быть в нем и испорченных продуктов, так как они также будут притягивать негатив, он будет приумножаться и мешать хорошим энергиям поступать в ваш дом. Холодильник нельзя ни в коем случае просто взять так и выбросить, так как он отвечает за изобилие жилья, в котором находится. Если вы его просто так возьмете и выбросите, то из-за такого поступка ваш дом лишится энергии изобилия. Вы знаете, что место никогда не бывает пустым. Когда что-то уходит, на его место приходит что-то другое, поэтому важно сделать все правильно, чтобы изобилие сменяло только изобилие, а не на место изобилия пришли из-за незнания финансовой или другие различные проблемы. Если холодильник поломался, сразу старайтесь его починить. Он не должен находиться в нерабочем состоянии долго, потому что это будет притягивать на данном этапе неприятные неожиданности. И чем больше он будет находиться в таком состоянии, тем больше вы их и получите.
Если же холодильник нельзя починить, продавайте его на запчасти. После такой продажи одну купюру любого номинала отдайте на благотворительность и попросите, чтобы изобилие не ушло, а только приумножилось. Если же такой возможности нет, просто отдайте его на запчасти и попросите, чтобы вам за него дали одну монету желтого цвета. Ее обязательно нужно будет правой рукой кинуть через голову. И перед этим трижды скажите такие слова: «Изобилие из дома моего, никуда не уходи. Приумножайся, как только холодильник новый приобрету, сразу тебя в большом количестве жду». Проговорив такие волшебные слова, трижды поклонитесь и идите далее по своим делам. После проделанного действия вам не о чем будет переживать. Энергии изобилия и стабильности не покинут ваш дом. Очень часто, когда холодильник ломается и его возможно при этом починить, это говорит о том, что у вас или вашей семьи есть завистники, которые завидуют тому, как вы живете, тому, что можете себе позволить. Чтобы от этого избавиться и убрать ненужные посылы, нужно провести в полночь очень простой, но действенный ритуал. Важно, чтобы вам в этот момент никто не мешал и не отвлекал вас, чтобы вы могли сконцентрировать все свои энергетические силы в данном направлении. Вам понадобится для ритуала 2 восковые тоненькие свечи. Их нужно будет разместить по обе стороны от холодильника. Поджечь их нужно обязательно левой рукой, слева направо. И при этом сказать такие слова: «Зависть прочь из дома моего прогоняю, изобилию навредить не позволяю. Огонь на помощь ко мне приди, помыслы зависти недоброжелателю верни». Пусть, если впредь навредить пожелает, свой негатив сам и ощущает. Свечам дайте полностью догореть, затем откройте окно и представьте, что вы собрали все плохое из вашего дома, и только после этого развернитесь к окну спиной и выбросите одновременно данные свечи через левое плечо. Если ваш холодильник поломался так, что не подлежит ремонту, это означает, что на вас наслали порчу на безденежье, и изобилие начинает просто-навсего покидать ваш дом, а финансовые проблемы в нем появятся, если не провести ритуал, который уберет порчу, иначе дальше будет становиться еще хуже, поэтому не тратьте время и сразу приступайте к ритуалу. Его можно проводить в любой день недели и в любое удобное для вас время, но не стоит забывать, что самая сильная энергия окружает нас с вами в первой половине дня. Для данного ритуала вам понадобится емкость с проточной водой и 3 веточки полыни. С этим всем нужно обойти трижды все ваше жилье по часовой стрелке, макать при этом веточки в воду и кропить свой дом. Когда закончите, немного данной воды вылейте за порог, остальную воду вылейте в канализацию. К веточкам привяжите черную нитку и вывесите их на 3 дня за любое окно. Когда время пройдет, выйдите на улицу и сожгите, при этом проговаривайте такие слова: «Порча из дома уйдет, изобилие финансовую стабильность в него вернет. Мы ее влияние на себе не ощущаем, так как этот посыл зла недоброжелателю возвращаем». Когда закончите, сразу уходите с данного места и не оборачивайтесь. Очень скоро к вам начнут поступать различные денежные суммы. Все наладится, и порча больше не будет на вас никак влиять. А вот у того, кто хотел вам навредить, дела, к сожалению, а может быть, к счастью, наоборот, испортятся. Можете наблюдать за своим окружением, и таким образом очень быстро вы сможете вычислить вашего недоброжелателя. А вот как с ним поступить, продолжать общение или нет, здесь уже решайте сами. Когда вы купите новый холодильник, его обязательно нужно зарядить сильной энергетикой изобилия, чтобы она приумножалась и радовала вас день изо дня. Наполните его вашими любимыми продуктами. Затем разместите на каждой полочке по лавровому листику, после чего подожгите палочку корицы и окурите его со всех сторон, проговаривая при этом такие слова: «Холодильник, данный за изобилие в доме впредь отвечает, его в большем количестве привлекает, пустым никогда не бывает, члены семьи нужду не ощущают». Затем откройте холодильник и окурите его и внутри, после чего палочку корицы затушите и положите на 3 дня на холодильник. После того, как эти дни пройдут, вынесите и оставьте под молодым крепким деревом. Так как оно каждый день будет расти, так и изобилие в вашем доме будет увеличиваться. В каждом доме есть также такой предмет, как стол. Это сакральный предмет в доме, который также отвечает за изобилие и энергетику жилья.
Также он способен укреплять, улучшать отношения в семье и сохранять светлые, теплые чувства, которые данную семью наделяют. Очень важно, чтобы на нем не было никаких сколов, трещин, повреждений. Он не должен ни в коем случае скрипеть или шататься, потому что это может привлечь в дом не только финансовые проблемы и даже безденежье, но и беды. В доме, в котором к столу относятся с уважением, всегда все хорошо. В нем нет ссор, проблем ни в какой сфере жизни. А вот в доме, где его воспринимают как обычный предмет интерьера, все это присутствует, и люди, живущие в нем, не понимают, что же на них оказывает такое влияние. Не стоит за стол в доме садить людей, которые вы по какой-то причине недолюбливаете или которые к вам относятся не с добром. Если получается так, что вы не можете не принять по какой-то причине данного человека в гости, вам тогда нужно обезопасить от того негатива, что он принесет в ваш дом себя, свою семью и, конечно же, энергетику всего жилья полностью. Ведь вы знаете, что стол способен приумножать все то, что его окружает. И в данном случае это будет нежелательный негатив. Там, где будет сидеть такой человек, под скатерть или под край стола, положите или прикрепите 7 листочков розмарина. Когда человек уйдет, достаньте их, бросьте на них щепоточку соли и затем выбросите вслед данному человеку, проговаривая при этом такие слова. Все зло, что в дом пришло, с данным человеком, обязательно называйте имя или имена, из него и ушло. После этого хорошо вымойте руки и не переживайте, данный негатив не распространится по дому, и вам не нужно будет ни о чем переживать. Если ваш стол сломался, расшатался и восстановлению не подлежит, срочно его замените. Но его нельзя просто взять, вынести и выбросить, так как у него очень сильная связь с энергетикой дома, а вынося его на мусор, вы будете постоянно притягивать негатив в свой дом, тем самым перекрывая в него доступ положительным энергиям. Перед тем, как вынести стол из дома, нужно разорвать его энергетику с домом. Для этого вам понадобится 3 свечи белого цвета и 3 щепоточки соли. Первым делом установите свечи на столе и после этого киньте на него 3 щепотки соли, проговаривая такие слова, как эта соль по столу рассыпается, так и энергетика его с данным домом разрывается. Так вы разорвете данную связь. Если вы продаете данный стол, так как решили приобрести новый, нужно обязательно, когда будете покупать новый стол, при оплате за него, чтобы одна из купюр была из тех денег, что вам дали за проданный стол. Надумав кому-то подарить стол, вам нужно протереть его полностью влажной тряпочкой, проговаривая при этом такие слова: энергетику дома с тебя стираю, тебя от нее очищаю, будешь другой семье помогать, то, что будут просить, у тебя к ним привлекать. Стол, те, кому вы его будете отдавать из вашего дома, должны вынести сами, а вы после этого сжечь данную тряпочку, думая в этот момент о том, что вы с этим столом больше не имеете никакой связи. Если же вы избавляетесь от старого стола, так как он разломался или с ним что-то произошло, то когда вынесете его на улицу, подожгите тоненькую свечу и трижды скажите такие слова: этот стол на семью мою и дом больше влияния не имеет, больше ничего в него не привлекает и связь окончательно с нами теряет. Когда проговорите, капните на него трижды воском с данной свечи, после чего ее затушите и выбросите, а так вы из-за того, что данный стол сломался, не привлечете беды и обезопасите себя от этого, утратив с ним энергетическую связь. Когда вы в дом принесете новый стол, его обязательно нужно зарядить всеми положительными энергиями и сделать так, чтобы он вам во всем помогал, чтобы делал ваш дом полной чашей, и вы никогда не знали проблемы и нужды. Для этого вам понадобится апельсин, веточка мяты, палочка корицы, купюра большого номинала и 8 монет желтого цвета большого и одинакового номинала, а также мед и новая и красивая скатерть. Первым делом разложите кругом по столу монеты, проговаривая при этом такие слова: деньги всегда в доме моем водятся, члены семьи их притягивают, стол приумножает, богатство привлекает. Внутри этого круга разместите купюру, сверху застелите скатерть, проговаривая следующие слова: оберегом в доме моем мне служи, недоброжелательный из него прогони, негатив не пропусти. Затем сверху на скатерть поставьте веточку мяты, апельсин, мед и при этом скажите такие слова: хорошие светлые энергии стол впитай, пусть они в нужном количестве в дом наш поступают, добром, удачей и любовью его наполняют.
После всего проделанного, последним этапом подожгите палочку корицы и 7 раз обойдите дом по часовой стрелке, проговаривая на каждый новый круг такие слова: «Счастье поскорей дом наполняй, новый стол, с новой силой его привлекай. Пусть у нас все ладится, изобилие множится». Когда закончите, палочку затушить, ее нужно будет вынести на природу. Мед должна съесть ваша семья, а с мятой нужно будет выпить чай. И каждый должен подумать о том, о чем он мечтает. Очень скоро это все произойдет, чем поможет приумножить позитив и наполнить ваш дом только хорошими эмоциями. А апельсин отдайте нуждающемуся. Скатерть можете заменить на другую повседневную, а можете оставить эту. Деньги, главное, не трогайте, пусть там и лежат. Они будут приумножать потоки денежной энергии. В конце года на них нужно будет купить что-то для своего дома. После проделанного ваш стол не только приумножит и притянет в дом все прекрасное, но и будет у вас уберегать от всего, от любого зла. Поэтому, девочки и мальчики, обязательно используйте эти знания себе во благо. Они помогут вам уберечь себя и свою семью от неправильных действий и избавиться от того, что вам мешает, правильным способом, не только сохранив, но и приумножив энергетику жилья. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации помогают вам в жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.